Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня мастер-класс не простой, а психотерапевтический, вернее, цветотерапевтический. Будем улучшать настроение и общее состояние организма. Как? Самым простым и доступным способом. Из кулацких запасов достаем... не пулемет, не отгадали. И не самогон. Ищем яркие, красивые ткани, которые нам поднимают настроение. Сегодня у меня такое настроение. Из-за туч проглянет солнце, и зацветут цветы. Для начала работы возьмем 2 квадратика размером 10 на 10 сантиметров. На одном можно сразу же нарисовать диагонали. Недавно ко мне забежала в гости дочка, посмотрела на мои запасы ткани и говорит: «Мама, ты так тщательно за модой следишь, все современные рисунки и оттенки у тебя есть». Да ничего я не слежу. Это я к любимому, Васильку, заглядываю. Ой, не умею я тайны хранить. Только прихожу на работу в новом наряде, уже все знают, что у Василька была. Женский коллектив. А в этот раз из новинок еще и сумку шопер присмотрела. Мне понравилась расцветка в стиле пэтчворк. Эта сумка из плотного гобелена на подкладке, внутри боковой кармашек. Давно хотела себе что-то такое, а чтобы самой сшить, не попадалось такой ткани. Девочки, думаете, я просто так вам наряды и ткани показываю? Тренируем насмотренность. Берем на заметку, какие ткани и принты сейчас модные. Вот эта ткань с крупными листьями тропических растений, пальм и монстер, встречается в самых разных сочетаниях. Дочери очень нравится. А розовая перкаль имитирует модный сейчас рисунок тай-дай. Это способ окрашивания ткани, который предполагает скручивание, складывание и заматывание материала с целью получения уникальных, хаотичных и размытых узоров. Видите, как интересно? Рукодельницы стремятся к тому, чтобы их изделия были как фабричные, а промышленность, наоборот, имитирует ручную работу. Сложим их вместе лицом к лицу и прошьем по периметру. Часто в комментариях мне пишут, что после просмотра моих видео улучшается самочувствие. Да, это действительно так, проверено. Иногда у меня самой бывает плохое настроение, и я включаю какое-нибудь свое старое забытое видео, начинаю смотреть и слушать, и думаю: ну что за жизнерадостная идиотка со странным голосом? А потом замечаю, что сижу и хихикаю с идиотской улыбкой. Не знаю, как насчет творчества разразительно, распространяйте его, а вот смех без причины – это более актуально. Поэтому вам совет: каждый день принимать с утра хотя бы одно видео полистич. Это то, что доктор прописал. У отшитой детали можно сразу же срезать выступающие углы, а потом очень аккуратно, чтобы не повредить нижнюю ткань, разрежем верхнюю ткань по диагоналям. Отгибаем получившиеся уголочки. Деталь надо тщательно проутюжить, выровнять и промерить. И уже после этого вырежем квадратик из другой ткани такого же размера. На нем мы также наметим диагонали и прошьем заготовки по периметру. При таком способе работы рекомендую не резать сразу все квадраты, потому что все мы шьем немного по-разному. У кого-то больше припуск на шов, у кого-то меньше. Уж лучше ориентироваться на ту деталь,
которое у вас получается. После того, как пришили ярко-розовую деталь, также отрезаем уголочки, разрезаем по диагоналям и разворачиваем заготовку. Следующий ряд мне захотелось сделать красным, а потом фиолетовым. Да, вот такое у меня настроение. Хочется насыщенных красок, вырви глаз и цыганщина. А в шитье после фиолетового переходим на голубой цвет. Принцип работы точно такой же. А вот сейчас уже промерим заготовку. Вы видите, что размер получился уже приличный. 34 на 34 сантиметра. Пожалуй, пора переходить к следующему этапу. Сделаем темно-синюю рамочку. Как-то этот цвет просится. Рамочка – это просто полоски ткани шириной 5 сантиметров. Нашиваем их со всех сторон. А после такого четкого контура мне почему-то хочется цветочков. И сделаем яркие цветные уголки. И сами видите, после цветной части добавили еще и синюю кайму. Размер заготовки получился 61 на 61 сантиметр. Сверху на нее уложим вспомогательную ткань для обратной стороны и кусок хлопкового тина, холстопрошивного полотна. Сколем все английскими изогнутыми булавками для квилтинга. Лучше пользоваться закрытыми, чтобы не уколоться. И теперь прошьем все полотно по периметру, оставляя отверстия для выворачивания. Когда все вывернули, можно и простегать. Стежку делаем самую простую, в шов. Начинаем от центра, ведем к краям. Знаете, когда я работаю над лоскутными вещами, у меня каждый рождается какое-то название. Всплывают ассоциации. Это мне хочется назвать «В городе Сочи темные ночи». На юге очень быстро темнеет. Вот солнце садится, закат, и последние лучи отражаются в воде. И тут же наступает ночь, и вспыхивают огни ночного города, и темное море, которое хранит свои тайны. Море, я знаю, что ты волнуешься без меня. Кто молодец? Я молодец. Вы спросите, ну и что это такое нашилось? Вы не поверите, но я шила салфетку, одеялко для пирогов. Слушайте, шикарно у меня пироги живут. Специальное одеяло для них делаю. Правда, недолго. Они под такими одеялками живут. Очень быстро их съедаем. Когда пироги или хлеб достаем из духовки, им надо немного отдохнуть. Мы их смачиваем кипяченой водой, закрываем листами белой бумаги, укутываем чистым полотенцем, а потом такой красивой теплой салфеткой. Так пирог должен отдохнуть минут 40. За это время он становится мягким и сочным. Размер готового одеялка 60 на 60 сантиметров. Раньше я их делала чуть меньшего размера, но мама попросила увеличить. Она края подгибает под пирог. Ну вот, рассказала вам все хитрости. И про шитье, и про житье, и про кулинарию. Вы не поверите, я сейчас сделала паузу в шитье, сходила на кухню, испекла шарлотку. Всем приятного аппетита! То есть желаю творческих успехов. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока.
и до скорых встреч!